Друзья, я вас приветствую на канале Энергия Таро, где сегодня на картах Таро мы разберем еще одно запутанное дело, которое вызывает немало вопросов. Тела Сесек Буиновой и Стаса Нарбоева, пропавших год назад в Улан-Удэ, нашли в одном из заброшенных гаражей в прошлом месяце этого года. Тела находились в выгребной яме гаража на глубине 2 метров, под слоем грязи, мусора и песка. Но вот что странно, останки молодых людей не показали. Обычно в таких резонансных делах, выставленных на всеобщий суд, всегда есть фотодоказательства преступления и раскрытого преступления, то бишь обнаруженных тел, естественно, заблюренных, да и то не всегда. Однако мы увидели как доказательства лишь выгребную яму. А были ли там останки на самом деле, и если да, принадлежат ли они Буиновой и Нарбоеву, мы не можем быть уверены. Верно ли, что поиски молодых людей не прекращались все 11 месяцев? Почему так скоропостижно прошли похороны? Была ли экспертиза? И почему, опознав Сесек по кольцу, ее родственники точно помнят, в чем была одета Сесек в день пропажи, если даже не видели, как она выходила из дома? Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 12 лет, детский психотерапевт. С помощью карт Таро помогаю разобраться в запутанных ситуациях и жизненных вопросах. Заказать у меня личный расклад или обряд вы можете, написав мне в личку по указанному на экране номеру. А если вам, как и мне, интересно разбираться в важных вопросах, вы хотите стать опытным тарологом и научиться разговаривать с картами, у меня для вас есть кое-что интересное. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. Сесек Буинова и Станислав Нарбоев пропали в ночь с 11 на 12 апреля 2024 года. Знакомые встретились на парковке торгового центра и уехали на авто Сесек. Чуть позже камеры зафиксировали, как к ним в машину подсел третий пассажир. После этого их никто не видел. Несколькими днями позже на окраине города обнаружили женские колготки, мужские трусы и куртку и права Нарбоева. А сам исход истории мы все уже знаем. Останки, обнаруженные в гаражном массиве спустя 11 месяцев. С нами сегодня венецианское Таро. Здравствуйте, карты. И первый вопрос звучит таким образом. Что произошло с Сесек Буиновой и Стасом Нарбоевым в ночь с 11 на 12 апреля 2024 года? Что произошло? Давайте 3 карты. Действительно ли Сесек Буинову и Станислава Нарбоева убили в ночь с 11 на 12 апреля 2024 года? Что произошло? Шанс остаться незамеченной. 4 пентаклей. Мне скучно, мне грустно, у меня апатия. Я больше не хочу, чтобы так было. Я хочу чего-то нового, интересного. Туз пентаклей, и у меня есть шанс на это новое, интересное. И я бы хотела остаться незамеченной. 4 мечей. Здесь именно женская энергия идет. Я говорила вам в прошлом раскладе о том, что в деле Сесек Буинова и Станислава Нарбоева именно Сесек Буинова в основном причастна к тому, что с ними случилось. Почему? Потому что она знала этих молодых людей, к кому они ехали навстречу. Нарбоев поехал с ней просто за компанию, как свидетель, скажем так, да, как ее друг оказался свидетелем, и его убрали. 4 мечей, я хочу остаться незамеченной. 4 пентаклей, мне это все надоело, я устала, или я хочу уйти от этого. Сесек в чем-то была замешана, в чем-то участвовала или где-то работала, связалась с какими-то людьми, от которых хотела уйти. Мне все надоело.
У меня есть сейчас шанс уйти, и я этой ночью этим шансом воспользуюсь. Либо какие-то деньги, либо как-то она пыталась манипулировать ими. Вот какой-то ресурс, какой-то шанс у меня есть. И я им воспользуюсь сегодня ночью, с 11 на 12 апреля, да, что с ними происходило. Они поехали на эту встречу, она хотела о чем-то поговорить со знакомыми людьми. Убили ли действительно Сесек Буинову и Станислава Нарбоева? Абсолютно точно. Карта влюбленные. Влюбленные выражают пару Стаса и Сесек. Вполне возможно, были влюблены друг в друга, да, вполне возможно, испытывали симпатию. Но карта влюбленные здесь еще выбор, на самом деле, друзья мои, да, здесь не выражает именно влюбленных. Здесь все-таки говорится про выбор. Какой выбор ты сделаешь? Правильный или неправильный? Если ты сделаешь неправильный выбор, тебе будет очень плохо. Карта дьявола. Сесек была чем-то связана, привязана, аддикция – это привязанность, это связь с какими-то нехорошими людьми. Нехорошие люди по дьяволу – это люди, преступники, да, преступники, люди, торгующие наркотиками, алкогольной продукцией, но здесь скорее больше наркотические вещества, да, связано с ними, и ты должна сделать правильный выбор. Карта влюбленные все-таки, наверное, не олицетворяет Сесек и Нарбоева, это немножко про другое. Потому что ты сделала неправильный выбор, мы тебя убьем. Карта влюбленные – это положительная карта, карта дьявола – это отрицательная карта. Связана с нами определенными узами, и мы тебя просто так не отпустим. Нарбоев пошел как свидетель. Мотив убийства, давайте Сесек Буиновой, потому что Стас там был ни при чем, да, он как свидетель пошел. За что убили Сесек Буинову? За что убили Сесек Буинову? Туз пентаклей, деньги, большие деньги. Здесь уже не про шансы, здесь уже про деньги. Деньги, долги или какие-то вещи, вещества очень дорогие, которые она задолжала. Не обязательно деньги. Мотив убийства Сесек Буиновой. Мотив убийства Сесек Буиновой. Да, я тут вообще ни при чем. Причитания какие-то, да, пытается манипулировать. Семерка пентаклей. Вот что я наделала, я тут вообще ни при чем, да. Вот как будто бы я тут ни при чем, не я это взяла. Ощущение такое, что что-то взяла все-таки, да? Что-то взяла, что ей не принадлежало, что ей не полагалось. Не полагалось по праву. И карта башня, а здесь кризис, смерть, да? Упасть с высоты, низко пасть перед людьми. Мы тебя больше не уважаем, мы тебя больше ни во что не ставим. Или раскусить ее обман. Карта башни здесь еще это обозначает, да? Я этого не делала, раскусить ее обман. Что-то взяла, за что поплатилась. Кто убил Сесек Буинову и Стаса Нарбоева? Кто убил Сесек Буинову и Стаса Нарбоева? Кто убил? Изначально не было такого плана убивать. Как будто бы это вынужденное убийство. Потому что она так поступила глупо. Карта говорит. Отвернулась от определенных обязательств. От обязательств, которые она на себя взяла. Кто убил Сесек Буинову и Станислава Нарбоева? Кто убил этих молодых людей? Королева Пентаклей. Королева Пентаклей – это не тот, кто убил. Королева Пентаклей – это тот, кто сидит наверху. Это один из тех людей, кто управляет системой, да, кто управляет теми людьми, которые убивают. Королевы и короли никогда не убивают, они всегда сидят и смотрят, наблюдают, скажем так, да. И королева Пентаклей может быть не женщина, а королева – это может быть какая-то община, в которой состоят несколько людей. Сообщество, община, потому что все равно от этих карт идет мужская энергия. Королева Пентаклей – это та община, которая дает деньги. Та община, которая дает, возможно, какие-то определенные вещества, которые продают на рынке, да, это сбыт наркотических веществ. Это то, что дает ресурс, потому что Пентакль – это ресурс, это деньги. Мы тут понимаем, что вот эта община, вот эта королева Пентаклей – это заказчик, а не исполнитель. А кто убил? Кто именно исполнитель? Переворачиваются карты, да? Король мечей, готовый на все, готовый убивать, преступник. Изначально, возможно, когда-то сидел в тюрьме, или просто человек, который смыслом жизни считает убийство. Король жезлов. Король жезлов – это все-таки тот, кто сидит наверху, да, с ярким оперением, который наблюдает и смотрит. Тут я говорила, что короли и королевы никогда не убивают, но вот здесь король мечей именно преступник, именно убийца, потому что у него в руках меч. И он готов убивать ради своего короля. Вот этот король жезлов, он смотрит, он заказчик, этот исполнитель. Пятерка жезлов – драка. Драка, соревнования. Один мужчина точно убивает. Убивает нескольких человек, и именно двоих, да? Пятерка жезлов вступает в какую-то драку, в какую-то потасовку. Скорее всего, с другим мужчиной, да, то есть со Стасом Нарбоевым. Король мечей точно убивает. Король жезлов тот, кто сидит и смотрит с ярким оперением. Тщеславный человек, у которого много денег. Королева Пентаклей, возможно, его супруга, возможно, община, в которой эти несколько людей задействованы. Там очень большие деньги. Действительно ли поиски Сесек Буиновой и Стаса Нарбоева продолжались все 11 месяцев?
как нам говорили правоохранительные органы, и не прекращались. Действительно ли поиски Сесек Буиновой и Стаса Нарбоева продолжались все 11 месяцев и не прекращались? Правда это или нет? Карта Луна. Нет, неправда. Луна отрицательная карта, Луна женская энергия, карта негативная, карта не созидания, а деструктива наоборот. Да? И карта Луна – это то, что скрыто, все тайное. То, что не говорят обычным людям и никогда не скажут, друзья мои. Нам с вами никогда об этом не скажут. Мы об этом никогда не узнаем. Луна – это не непрекращающиеся поиски, а их вообще, возможно, не искали или изначально правоохранительные органы прекрасно были в курсе, кто их убил. Соответственно, искать смысла нет. А что способствовало возобновлению дела Сесек Буиновой и Стаса Нарбоева? Почему возобновили дело в марте месяце, их якобы нашли, да? Почему его возобновили? Верховная жрица – тайна, тоже тайна, да, Луна – это у нас тайна, то, что сокрыто. Верховная жрица – это высокопоставленный человек. Жрица, жрец – это дочери и сыновья алхимиков, философов, врачей, теологов. То есть это такие высокопоставленные люди, которых слушаются. Потому что верховная жрица или верховный жрец приказал. Почему возобновили это дело, да? Потому что кто-то сверху приказал. Но это тайна, потому что тайный человек, мы его никогда не увидим, он за маской. Мы никогда не узнаем, кто это. Почему возобновили дело Сесек Буиновой и Станислава Нарбоева? Еще может быть, чтобы что-то скрыть. Или что-то начало проявляться наружу, что-то кто-то начал узнавать, и нужно замять это дело срочно. Почему возобновили дело Сесек Буиновой и Станислава Нарбоева? Почему возобновили? Дело об убийстве нужно замять. Почему возобновили дело Сесек Буиновой и Станислава Нарбоева? Здесь десятка мечей, обозначение перехода во что-то новое. Десятка, второе, это всегда переход во что-то новое. Десятка мечей – убийство. Нужно это прекратить, нужно убить, нужно замять. Нужно до конца замять этот висяк, чтобы больше никто ничего не говорил. У нас сейчас для этого есть прекрасный шанс. Вот какой-то прекрасный шанс сейчас есть замять это дело. Его нужно срочно было закрыть, это дело. Не потому, что их вот хотели найти и искали, друзья мои, а для того, чтобы этого висяка больше не было. Возможно, люди начали что-то говорить, или родственники начали что-то узнавать, да? Тут может быть все, что угодно. Нам очевидных вещей, настоящих, реальных вещей не расскажут, друзья. Я вам говорила об этом уже не раз. Официальным источникам верить не всем можно. Тогда такой вопрос. Действительно ли тела Сесек Буиновой и Стаса Нарбоева уже искали в данном гаражном массиве, но затруднительно было их найти из-за того, что там все было в воде, якобы собака не могла взять след? Действительно ли тела Сесек Буиновой и Стаса Нарбоева уже искали в данном гаражном массиве, но затруднительно было их тогда найти? Это правда или нет? Карта тройка жезлов. Тройка жезлов – смотреть на плоды своего труда. Тройка жезлов – стоять, не двигаться, просто смотреть, ничего не делать. Тройка жезлов, хоть и положительная карта. Тройка жезлов, во-первых, это младший аркан, и выражение жезлы – это да, цель, имею цель, но к ней почему-то не стремлюсь, не двигаюсь. Я вот просто смотрю на то, что уже имеется, и мне этого достаточно. Это значит, ничего никто нигде не искал. Карта сила. Обратите внимание, что здесь на карте женщина снимает маски и показывает себя во всей красе такой, какая она есть. Мы еще узнаем настоящие подробности этого дела, друзья мои, говорит нам об этом карта. Но тем не менее, да, возможно, они проходили в этом гаражном массиве, но вот смотрели на воду. И правда смотрят на воду. Смотрят и ничего не делают, хотя воду можно было откачать. Но действительно ли тела были там? Действительно ли их тела обнаружили в гаражном массиве? Это не факт. И теперь самый интересующий нас вопрос. Действительно ли останки Сесек Буиновой и Станислава Нарбоева нашли в заброшенном гараже Улан-Удэ? Это действительно их тела? Друзья, если вам интересно это видео, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите небольшой комментарий. Это помогает YouTube продвигать мои видео, а мне делать для вас еще больше интересного контента. Для вас это всего лишь один клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо. Итак, действительно ли останки Сесек Буиновой и Станислава Нарбоева нашли в заброшенном гараже Улан-Удэ? Это действительно их тела? Да или нет? Нет? Десятка мечей. Десятка мечей – карта абсолютно отрицательная. Нашли ли в гаражном массиве вообще чьи-то тела? Чьи? Ну, карта десятка мечей указывает на убийство, да? Это значит, что что-то там действительно было. Возможно, а возможно и нет. Тем не менее, это негативная, отрицательная карта. Нашли ли вообще чьи-то тела? Паш мечей. Мужчина, мальчик. Молодой человек. Молодой человек до 12 лет может. Нашли ли в гаражном массиве вообще чьи-то тела, когда искали Сесек Буинову и Станислава Нарбоева? Десятка жезлов. Тяжело.
тяжелая утрата, тяжелая потеря, пропал ребенок, тело ребенка, я вижу тело ребенка, я не вижу тело мужчины и женщины. Кто еще пропал в Улан-Удэ? Кто еще пропал в Улан-Удэ, кого искали? Чье-то тело нашли, чье-то тело действительно там есть. Паш Кубков, тот, кто сокрыт, тот, про кого не сказали, да, Паш Мечей и Паш Кубков – это один и тот же мальчик. Тот, чье лицо не показали, тот, про кого не рассказали. Паш Мечей – ребенок до 12, до 15 лет. До 12, потому что маленький мальчик здесь. Интересная история. Ну, об этом мы можем снять отдельное шот-видео, если хотите, да, напишите мне в комментариях, потому что это совершенно другая какая-то история, тоже убийство. Потому что 10 мечей сразу показали убийство, и Паш Мечей, ребенок, который отбивался, да, но не мог отбиться по причине того, что он маленький, до 12 лет. И действительно нашли ведь чьё-то тело, и не говорят, что это за мальчик. А обнаружили якобы Сесек Буинову и Станислава Нарбоева. Знаете, нашли там останки. И все, якобы это они. Вы прекрасно понимаете то, что кольцо, то, что вещи, их можно подкинуть. Обычно определяют по стоматологической карте спустя такое время. Я уверена, что у Сесек, ей 30 лет было, да, у нее есть стоматологическая карта. Почему не определить по зубам? Это элементарно. Почему определяют по кольцу? Ну, это странно, да? Кольцо подкинуть можно куда угодно. Хорошо, давайте дальше. Про тело поняли. Действительно ли родственники Буиновой и Нарбоева опознали их? Мне вот это интересно. Или, может быть, их запугали, да, такое тоже вполне могло случиться. Действительно ли родственники Сесек Буиновой и Станислава Нарбоева опознали их? Тут не то, что опознание произошло. Я не могу сказать, что опознание произошло. 6 жезлов – это сказали, что нашли, но глаза закрыты, да, глаза закрыты, человек в очках, одет во все темное, его никто не видит и не узнает, вполне возможно, да. 6 жезлов – карта победителя. 6 жезлов – сказать то, что действительно так оно есть, но ты этого не видишь сам. 4 пентаклей – ну давайте уже как-нибудь разберемся до конца с этой ситуацией, а то мне эта ситуация наскучила, надоела, или мне просто ужасно вспоминать про эту ситуацию. Да? Вот 4 пентаклей – скука, апатия, депрессия, надоело, не хочу больше в этом копаться. Нашли, и слава богу, хорошо, все, давайте скажем, что это действительно она. Вот такой вот момент. 4 мечей не показали тела. 8 мечей – предательство. Птичка – это весточка, новость какая-то. Действительно сказали, что нашли, но не показали, сокрыли, потому что тел их не было там. Предательство – карта. Предать, обмануть, солгать. Но 6 жезлов, да, действительно сказали, что их нашли. Давайте уже закроем это дело побыстрее, родственники. Давайте уже покончим со всем этим. Не потому что мы не хотим в этом разбираться, а потому что нам очень больно, горько, скверно. Я не вижу, что тела показывали. То, что пишут, да, то, что опознали по кольцу, да, вполне возможно, родственники сказали, да, действительно, это ее кольцо. Но, извините, кольцо можно подкинуть вообще куда угодно. Снять с пальца и подкинуть. Но там вообще другое тело. Это очень странно. Там другое тело. А чье это тело? Кто пропадал еще в Улан-Удэ? Если вы знаете, напишите в комментариях. Ребенок, мальчик. Почему не сказали, как опознали Нарбоева? Вот сказали, как опознали Сесек по кольцу. Почему вот все так быстро, все так скомканно, так развернули это дело криминальное, да? Всем все рассказали, показали, а так быстро скомканно их похоронили. Обычно так не бывает, когда дела такие серьезные, резонансные. Я понимаю прекрасно, что родственники не хотят, вполне возможно, шумихи наводить, да? Что хотят спокойно похоронить своих родных и близких. Но тут дело в другом. Тут дело в том, что обманывают нас, как общество. И такие дела могут повторяться. Если вы мне сейчас будете писать в комментариях, что, мол, закрывайте свою телегу, и пусть уже люди лежат мирно, тихо спят, да, в своих могилах. Я прекрасно это понимаю. Но, понимаете, это же может повторяться с другими людьми в других городах. Мы поэтому сейчас с вами и делаем этот расклад, да, для того, чтобы понять, что правда, а что нет. И долго нас будут еще обманывать в официальных источниках. Почему не сказали, как опознали Нарбоева? Почему? 3 пентаклей. Подстроились, потому что, да? Подстроиться, потому что хочу понравиться. Или подстроиться, потому что боюсь. Или подстроиться, потому что так надо, мне так сказали. Подстроиться под ситуацию или подстроиться под человека. Или вынудили родственников сказать что-то на камеру, и если они не говорили ничего на камеру, вынудили какое-то интервью, возможно, провели, или вынудили сказать вот такими словами, чтобы они с их слов записали. Понимаете, да? Родственники, возможно, сами этого не видели тел точно и не говорили определенных слов. Возможно, их вынудили подстроиться под обстоятельства. Это карта подстраивания, обучения кого-то. Я тебя сейчас научу, как надо сказать на камеру, допустим. Почему не сказали, как опознали? Потому что не опознали, скорее всего, да, но сказали, что нашли, и все, и похоронили.
Знает ли следствие, кто настоящий преступник? Убийство Сесек Буиновой и Станислава Нарбоева. Знает ли следствие, кто настоящий преступник убийства Сесек Буиновой и Станислава Нарбоева? Знает ли следствие? Двойка кубков – это договор между двумя людьми или между двумя общинами, между двумя структурами криминального мира и правоохранительных органов. Это договоренность изначально. Изначально знали. Двойка кубков – положительная карта. Изначально знали и покрывают ли каким-то образом преступников, ну, вероятно, что да, прикрывают ли каким-то образом вот этих преступников, которые убили Сесек Буинову и Станислава Нарбоева, прикрывают ли правоохранительные органы их? 100% да. Туз Пентаклей, да, потому что, почему хотела спросить, потому что дают им все блага, деньги в первую очередь, да, туз Пентаклей, шанс какой-то, повышение чье-то. Тут все не просто так, друзья. Очень грустная история, да, на сегодняшний день, имея широкий доступ к информации в интернете, человек впитывает в себя ее как губка. Его очень просто и легко обмануть. Не всегда то, что вы видите в официальных источниках, есть правда. Карты Таро в данном случае служат незримым судьей. Им все равно, говорите, да или нет. Понимаете? А правоохранительным органам и некоторым людям не все равно. Как вы понимаете, у нас тут еще остались интересные вопросы по этому делу, которые нежелательно публиковать на YouTube. Поэтому я предлагаю вам переходить на мой телеграм-канал, куда через несколько дней после расклада я публикую ответы на оставшиеся вопросы. Были ли похороны Сесек и Стаса на самом деле? Где настоящие тела молодых людей? И являются ли преступники людьми из органов? Помимо этого, в моем телеграм-канале вы можете общаться с моими подписчиками, предлагать темы для будущих раскладов и смотреть мини-расклады, которых нет на YouTube. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. С вами была Энергия Таро и я, Сабина. Всем добра!